Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт очень вкусного узбекского блюда. И оно называется сказочно «Димляма». Рецептов этого блюда большое множество, и каждый готовит его по-разному. Но я вам хочу предложить вариант любимого рецепта моей семьи. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Подготовила все необходимые овощи. Первым делом нарезаем лук полукольцами. Нарезаем тоненько. Когда головки лука большие, можно и пополам. Вот так. Я буду использовать бараний курдюк. Очень приятный вкус и как раз подтомится, поджарится хорошо. Очень будет вкусно. Можно на пластинки нарезать, можно вот на такие кусочки. Выкладываем в казан. И вот так выкладываем по дну. Как раз 3,5 часа где-то будет томиться на медленном огне. Очень вкусно будет. Я очень люблю среднеазиатскую кухню, в частности узбекскую. Я родилась в Узбекистане, и эти блюда знаю не понаслышке. Вот так выкладываем. Вы напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы со мной приготовить узбекские национальные блюда. Я вам буду очень признательна. И сейчас сюда отправляем лук. Хорошую прослойку лука. Сегодня я буду готовить с говядиной. Нарезаем на небольшие кусочки, где-то по 50 грамм. Желательно, чтобы кусочки были одинаковые по размеру. Выкладываем мясо одним слоем. Вот так все распределяем. У нас все будет по слоям. Точное количество ингредиентов я под видео обязательно в описании укажу. Добавляю 1 чайную ложку зиры. Присаливаю. Сюда же добавляю перемолотый кориандр и лавровый лист. Черного перчика. Все по вкусу. Острого перца у меня нет, но у меня есть сушеный. Немного добавляю куркумы. Добавляю пол чайной ложки сушеного чеснока. И сейчас вторую головку лука также нарезала и выкладываем слоем. Нарезаем морковь. И нарезаю вот на такие кругляши. Не сильно толсто. Где-то полсантиметра. Отправляем все в казан. И выкладываем все одним слоем. Мне нравится, что это блюдо готовится без масла. Оно полезное. Масса овощей здесь. Клетчатки. Просто не блюдо, а шедевр. Для аромата нарезаю корень сельдерея. У меня на канале есть очень вкусный лагман, где я приготовила узбекский лагман. Я оставлю ссылочку под видео в описании, посмотрите, пожалуйста. Отправляем в казан. Я думаю, достаточно. Очень люблю баклажан добавлять в это блюдо. Очень нежно получается. Очищаем от шкурки. Не будем замачивать с солью в воде, чтобы горечь ушла. Баклажанчик получится очень вкусный. Баклажан будет томиться, очень уменьшится в размере, поэтому я нарезаю на большие кусочки. У меня на канале есть очень много блюд национальных, где я готовлю хинкал разных видов. Я оставлю ссылочки под видео в описании, посмотрите. Отправляем в казан. Полностью, вот так все полностью закрываем баклажанами. Докладываем слоем баклажаны. Масса потом уменьшится, осядет. У меня ушло 2 больших баклажана. Сверху присыпаем солью, немножко поперчим, немного красного молотого перца и паприки копченой красной. Буквально немного закладываю базилик. Также закладываю вот так немного петрушку. Несколько зубчиков чеснока. Очищаем картофель. Сильно мельчить не будем, так чтобы картофель чувствовался. И тоже выкладываем все в казан.
разных цветов перчики берем. Отрезаем все лишнее и нарезаем на крупные кусочки. Капусту тоже нарезала вот на такие кусочки. Отделила вот такие большие листочки. Вот такие. И мы этой капустой закапсулируем полностью наш казанчик. Выкладываем перчик. Посмотрите, какая у нас тут панорама. Распределяем все аккуратно, ровным слоем. Готово. И сейчас мы очищаем от кожуры помидоры и сверху выкладываем помидорчики. Выкладываем, у меня здесь 2 помидорки, и распределяем. Желательно помидоры брать розовые, они более сладкие, а можно и 2 разных сортов. Немножко кисленькие и сладкие помидоры, тогда очень вкусно получается. Теперь поверх выкладываем капусту. И сверху накрываем листочками, создаем так называемую капсулу. При уваривании капуста становится не очень приятного вкуса и цвета, поэтому сверху я еще добавляю помидоры, мои заготовки. Я оставлю ссылочку под видео в описании, как я их готовлю. Распределяем вот так. И еще сверху паприку, чтобы красивый цвет и вкус был у нашей капусты. Мы ее тоже будем кушать. У нас все готово. Накрываем крышкой. Ставим сначала на большой огонь, минут 20, потом убавляем до минимума и 3 часа под закрытой крышкой томим наше блюдо. Вот так плотно накрываем крышкой. Как же это все вкусно пахнет. Снимаем листочки, можно их просто завернуть и получается как голубец. Посмотрите, как изумительно выглядит. Сколько сока, а мы грамм не добавляли воды. И сейчас выкладываем на красивое блюдо и подаем к столу. Итак, наше блюдо готово. Оно получилось очень сытное, очень вкусное и ароматное. А самое главное, полезное. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Итак, дорогие друзья, если понравилось видео, ставьте лайк. Я вам буду очень признательна. Для нас самая большая мотивация – это ваша подписка, комментарии и лайки. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими в соцсетях. Подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.